Величайший проект железной дороги в мире, соединяющий все континенты, кроме Австралии, глобальная магистраль, начинающаяся в Южноафриканской республике из города Кейптаун и тянущаяся через всю Африку с юга на север к Суэцким портам и через Ближний Восток и Кавказ в Россию, далеко-далеко на север с выходом в Северный Ледовитый океан, через небольшой городок Надым и поворачивая на восток в сибирские глубины, проходя вплоть до Чукотки, и через Берингов пролив на Аляску, дальше вглубь Канады и Америки, латинские страны с окончанием на южноамериканском континенте. Именно такой могла бы быть эта железная дорога, которая изменила бы привычное нам мироустройство. Существенной частью этой невероятной дороги могла бы стать трансполярная, о которой речь в этом видео и пойдет, задуманная еще в начале прошлого века, а в различных вариациях еще раньше, в царское время. В основном в виде сумрачных идей и рисунков на контурных картах. Но видео у нас сегодня не о фантазиях, а о вполне реальном строительстве, попустительстве и заброшенности северных краев нашей страны. Трансполярная магистраль, Северный железнодорожный путь, Мертвая дорога или 501 и 503 стройки. Все это название одного и того же объекта, которому не судьба было появиться на свет в приполярных районах России. Заваривайте кофеек с ликером или глинтвейнчик с грейпфрутом и усаживайтесь поудобнее. Сейчас я вам расскажу одну интересную историю. Мы сегодня в центре Нового Уренгоя. Здесь начнем съемку видео про 501 и 503 стройки. А для того, чтобы понять, как мы тут оказались в таком уже достаточно потрепанном виде, сейчас небольшая нарезочка. Как вы уже поняли, до Нового Уренгоя мы с Вагабундом добирались весьма потужным способом. Однако, несмотря на непогоду и ушатанность после такого заезда, мы решили проехать еще и по трассировке бывшей 501 стройки, которая является частью масштабного проекта трансполярной железнодорожной магистрали. И вот, проснувшись с позаранку в номере Ксюхи, любезно нас приютившей, мы выбрались из отеля и пошли на выезд из Нового Уренгоя. Ну и как видно, мы покидаем Новый Уренгой, чтобы отправиться в еще более дальние ебенцы и снять уже более историческое видео. Информативное, нежели чем икшоново трейнхоповое. Ну и вот прям на выезде из Нового Уренгоя в сторону Надыма, можно сказать, один из сохранившихся артефактов трансполярки, станция Ягельная. Так вот безнадежно тут все это выглядит, но главное безнадега еще впереди. Впрочем, обо всем по порядку. Станция Ягельная, которая находится аккурат на выезде из Нового Уренгоя, что подходило полностью под наши задачи, не всегда существовала под этим названием. Изначально Ягельной называлась современная станция Новый Уренгой, которую переименовали в 1982 году, когда в новоиспеченный город пришла железнодорожная магистраль со стороны Сургута. На поезде мы здесь уже не поедем, поедем вдоль этой железки автостопом, как раз таки прямо отсюда. Движение здесь очень слабое, но, собственно говоря, поэтому мы стопом и поедем. Ну и плюс, сами видите, погода отвратительная. Как говорится, атмосфера располагает для того, чтобы впервые попробовать напиток богов. Вот такой вот тут один путь всего пролегает. И слева мы видим остатки шпал, видимо, от старого пути. И в том числе на мостах тоже старые опоры еще встречаются. Погодка тут прям вот как никогда в тему, такая прям мрак такой ебеневый. Конец 19 века. В это время в Российской империи началось строительство Вологодско-Архангельского участка железной дороги к отечественному побережью Арктики и замерзающему, в отличие от еще не существовавшего тогда Мурманска, порту Архангельска, который имел выход в мировой океан, но только в теплое время года.
Участок дороги возводился сначала узкой колеей в 1067 мм и уже через 3 года был полностью введен в эксплуатацию. Долгое время узкоколейка оставалась единственной на всю российскую Арктику, что делало такой большой регион недостаточно обжитой экономической дырой. Хоть темпы строительства железных дорог при Николае II были и внушительными, в среднем по несколько тысяч километров в год, качество дорог оставляло желать лучшего, и были они однопутными. И даже такой инфраструктуры не было во многих куда более заселенных частях огромной страны. Когда я летом 2020 года проезжал эти места трейнхопом, это ощущалось даже глядя из полувагона. Никаких признаков жизни человека, только бескрайние болота и изредка попадающиеся деревушки. С проблемами строительства на севере столкнулись уже тогда. Болото, холода, зной, комары и снег по пояс. Вскоре после открытия железная дорога частично просела в болото и стала непроходимой. Но в октябре 1898 года, после необходимого ремонта и обслуживания, работой над ошибками, окончательно открыто регулярное движение на Архангельской железной дороге. Первая мировая война. Как я уже упоминал в видео из покатушки из Мурманска, остров стала проблема с обеспечением страны по морю. Черноморские, как и Балтийские порты, оказались блокированы противником, а значение северных резко возросло. В таких изолированных условиях была ускоренно перешита на широкую колею линия на Архангельск, а также ударными темпами возведена новая Мурманская железная дорога, где был построен незамерзающий порт. Все эти стройки были завершены только в 1916 году, то есть накануне 2 революций и гражданской войны. В это хаотичное и непредсказуемое время стали появляться первые относительно проработанные варианты западной части трансполярной магистрали под общим названием Великий Северный железнодорожный путь, чтобы избежать путаницы с Севморпутем, носившим название Великий Северный путь, полученное по аналогии с названием Великий Сибирский, которое тогда носил свежепостроенный Транссиб. В раннее советское время предлагалось множество проектов железнодорожной магистрали, но все они были либо отвергнуты органами власти, либо дело так и не дошло до воплощения, даже с одобрения правительства. 1935 год. Принято решение о строительстве на Крайнем Севере в Красноярском крае Норильского металлургического комбината и, собственно, самого города Норильск. Комбинат расположился практически над предполагаемой будущей трассе трансполярной магистрали. К 1937 году на Таймыре построена изолированная от остальной сети узкоколейная железная дорога от порта Дудинки до Норильска длиной 114 километров, идущая по направлению трансполярной магистрали. Сегодня эта линия является нормальной колеей и даже действует, но остается такой же изолированной. Видео о ней можете посмотреть на канале Вани Вагабунда. В годы Великой Отечественной войны завершено начатое в 1939 году строительство линии от Беломорска до станции Абазерская, соединившей вдоль берега Белого моря железные дороги на Мурманск и на Архангельск. Линия, хоть и не имеет прямого отношения к трансполярке, но наряду с Мурманской железной дорогой рассматривается как один из западных участков Северного железного пути. В 1942 году для доставки коксующегося угля из Воркуты в условиях потери Донбасса, а снабжать страну топливом надо, ударными темпами была построена магистраль Верхняя Сенега, Котлас-Узловой, Печора, в будущем продленная до Воркуты. И вот мы уже подошли непосредственно к истории Сабжа. Добро пожаловать в Надым. Это даже звучит достаточно. Так вот мы сюда добрались. Вон там мужчина. Я думаю, мы также со стороны. Ну и вот мы на стартовой площадке нашего видоса про трансполярную железнодорожную магистраль. Станция Надым в районе правобережной города Надым. Ну, Старый Надым можно считать. Короче, именно отсюда еще в незапамятные времена потихоньку все началось. То есть, если на месте сейчас города Надыма не было ничего, то вот конкретно здесь поселения были еще там из каких-то 16 веков, упоминания вроде самые первые. 22 апреля 1947 года Совет Министров в секретном постановлении принял решение приступить к строительству морского порта и, вероятно, военно-морской базы.
на мысе Каменный, что в Обской губе, а также о соединении порта железной дорогой со станцией Чум, свежепостроенной тогда Печорской железной дороги до Воркуты, ради строительства которой тогда, в годы войны, на возведение Северного пути для обеспечения страны углем в военное время, на север были отправлены конструкции Дворца Советов в Москве и даже один из мостов канала Москва-Волга. Так вот, зачем в таких диких ебенях строить порт, так еще и морской, под который надо строить кучу инфраструктуры на пустом необжитом месте? 2 года назад закончилась Вторая мировая война, во время которой стало понятно, насколько не защищен север страны, а портов Архангельска и Мурманска не хватало. И они постоянно находились под угрозой как своего существования, так и банальной доступности. В такой ситуации порт, находящийся в глубине территории, был выгоден как в военное время, так и для развития северных территорий и увеличения грузопотоков в мирное время. А так как к порту нужно подводить железную дорогу, то и военно-стратегическое значение стройки возрастало, так как войска с техникой возить тоже как-то надо. И начали рисовать проекты. Еще в царское время выдвигались идеи о Великом Северном пути, сухопутная альтернатива Северному морскому пути, по которому еще в 1600-е уже возили богатство севера в европейскую часть. А деревня Турухан, забегая наперед, находилась недалеко от городка Мангазея, существовавшего в этих краях еще в 17 веке. И если внимательно присмотреться, можно увидеть надым, а на месте нынешнего Салихарда стоит город Абдорск, который просто в 1933 году переименовали в селение, стоящее на мысе, то бишь Салихард. Так вот, вернемся к планам дороги. Первым этапом строительства был участок линии от станции Чум до мыса Каменный. Но уже во время строительства задачу пришлось спешно менять. Океанские корабли попросту не смогли бы зайти в новый порт из-за гидрогеологических особенностей, на мелководье, проще говоря. От идеи создания порта в Заполярье на трассе Северного морского пути не отказались. А я напомню, атомного ледокольного флота тогда еще не существовало. Было предложено перенести порт в район деревни Игарка, где тогда уже был небольшой порт для перевозки леса. Хоть Игарка и находится в почти 700 километрах от устья реки, но туда вполне могли заходить крупнотоннажные суда. С местом разобрались, дело осталось за малым – наладить логистику с достаточно крупной пропускной способностью. К слову, автодороги там нет до сих пор. Естественно, надо тянуть железку. А раз уж до Лабытнанги железку дотянули, то почему бы не продлить ее еще на 1500 километров на восток? Сразу хотелось бы предупредить, что это видео не будет в стиле Блядова, где я, входя в каждое помещение, буду изрыгать кучу эмоций из себя с натянутой мордой удивления от масштабов и кровожадности совка и тому подобное. Ого, какие интересные столы. Видео скорее про саму железную дорогу, зачем она нужна была и почему спустя несколько лет стала никому не нужной. ВПП, какого-нибудь регионального аэrodрома. Но нет, сюда подходила железка, а здесь была перегрузка уже на море. Ну вы сами все видите, тут нечего добавить. Как говорится, добро пожаловать отсюда. Вот мы зашли уже на территорию самой станции. Это получается ее западная горловина. Причем, кстати, как ни странно, минимальный накатик, но тут присутствует. Еще увидели тут откапитальную, но древнючую цистерну 66-го года. Как вы уже поняли, пристань и всю сопутствующую инфраструктуру построили тут не при Сталине, а чуть позже, когда началось освоение месторождений.
Но сейчас все это пребывает в таком состоянии, что разницы бы и не было. И пока мы гуляли по окружающему тлену, нам очень даже повезло. Мы услышали, как на станцию прибывает поезд с вахтовиками. Когда словил тот редкий момент. С которыми мы даже немного пообщались. Офигели от того, когда узнали, как долго они сюда ехали, и еще они развеяли наши наивные мысли по поводу строительства ЖД-части моста через реку Надым. С их слов, ничего тут строить и не собираются. А на мои замечания, что вроде как просеку сделали, они лишь ехидно ухмыльнулись и посмеялись. После мы двинули к автодороге в сопровождении писячего батальона, прыгнули в маршрутку и укатили обратно в город. Великую стройку разделили на участки, а из-за секретности присвоили номера вместо географических названий. 501-я стройка – участок от станции Чум через Надым до станции Ягельная, которая сейчас в Новом Уренгое. 502-я стройка от станции Обская до станции Мыс Каменный. И стройка номер 503 от Уренгоя до станции Игарка с дальнейшим соединением с Норильском. Причем Норильская железная дорога к этим стройкам не относится, так как была построена еще за 10 лет до этого вместо узкоколейки. К слову, были еще такие стройки. Например, строительство 500 скрывало за своим названием ЖД-линию от Комсомольска до Советской гавани. Строительство 506 и 507 – это железка с материка на остров Сахалин. Со стороны материка 507-я в районе поселка с экзотичным названием Декастри, а 506-я соответственно со стороны острова в районе поселка Тымовское на мысе Лазарева, включая тоннель под Татарским проливом. 508-я – это БАМ. 510-я из Архангельска в устье Мезени к еще одному доступу в Белое море. 509-я, как и 511-я стройка, это Кольская железная дорога. Точнее, более разветвленная сеть железной дороги по всему Кольскому полуострову. Сам Надым, кстати, выглядит как-то примерно вот так. Что-то между Минском и Сургутом. Чуть поприятнее, чем Новый Уренгой, пока не понял почему. Может, потому что нет такого всего нового и бездушевного. Вот. Примерно так Надым и выглядит. Я, если честно, у меня всегда ассоциация такая была, что Надым это вообще какая-то полузаброшенная деревня, где уже ничего не осталось. А нет, это вполне такой относительно крупный город для севера. Ну, я даже не сомневался, что здесь это тоже есть. Я перевернутая, несимметричная жопа Надым. Так сказать, немножко надымского руфинга. Давно я уже не был в пятиэтажных панельках, а уж тем более, блядь, в таких местах. Пули нет, все равно все открыто, блядь, даже ничего делать не пришлось, только лючок нужный найти. Виды тут, конечно, да, с одной стороны просто дикая тундра, ну а с другой вот такие вот панельные всякие разные здания, не особо интересные с точки зрения архитектуры, но покурим и погоним. Итак, это новый день на севере России. Мы находимся по-прежнему в Надыме. Сейчас выходим из города. Делать мы это будем пешком, чтобы оказаться на трассе, которая ведет в Салехард. Так, ну вот мы и покидаем Надым. Сейчас начнется самая дикая, наверное, часть этого трипа. Потому что там либо все забросы, нормальной дороги нет, населенных пунктов, как бы, по сути, тоже. Так что посмотрим, как у нас эта шалость удастся. В первом пункте нашего назначения мост Через реку Пензер-Яха. Сейчас мы к нему подойдем поближе. Благо, это возможно сделать, потому что здесь вроде как даже не совсем болото. Николай Кенджевич. Тут первый мост, и мы начинаем топтать насыщенные влагой болота Ямальского полуострова. Посмотрим, что там осталось от трансполярки. Но пока до сюда ехали, ну, в принципе, вполне местами и пути есть, и мосты очень так апокалиптично выглядящие. Итак, мы забрались непосредственно на насыпь железной дороги
И это все, что от нее осталось. Подлежит государственной охране. Лица, причинившие вред объекту, несут уголовную, административную и иную ответственность. Ну, видимо, разбирало это все не лицо. Ну, как мы можем увидеть, насыпь под один путь уже практически поразъехалась по бокам. Шпалы все сгнили, а рельсов нету. Ну, как говорится, художественный фильм увезли. Места эти достаточно низменные. Это дает нам кучу маленьких рек, озер и несколько достаточно больших и широких рек. Малые реки дорога пересекала по деревянным мостам, балки которых скреплены между собой металлически не то чтобы гвоздями, но какими-то а-ля костылями с шайбами вместо шляпок. Мосты через крупные реки, Барабаниха и Маковская, сооружались куда более капитально. Но разрушение и затаяние и замерзание грунтов не избежало ни одной из сооружений, построенных по так называемым облегченным техническим условиям, созданным исключительно для этой стройки ради ускорения строительства. Через великие сибирские реки Обь и Енисей мосты не строились вовсе, нет их и сейчас. Летом использовались специальные паромы в количестве 4 штук с собственными именами Надым, Заполярный, Северный и Чулым, построенных по проектам 723 БИС и 723 У, а зимой наводились ледовые переправы. Насыпь была сделана достаточно высоко, например, как тут, у остатков металлического моста через реку Пензрьяха. Какие-то первые остатки рельсов уже идут, маркировок пока нету. Вот здесь прям наглядно видно, насколько насыпь проседает местами. А вот, кстати, первый рельс. Ну, видимо, какой-то Кузбасский, наверное, не знаю. Металлический завод имени Сталина 1940 года. Рельс. Вот такой вот кусочек истории. Посмотрим, какие тут еще экспонаты в плане изготовления рельс остались. О, тут вообще древность. Что-то у нас Бохум или что-то такое. Не знаю, немецкое, наверное, 1906 года, блин. Охуеть. А вот это сочетание, конечно, таких вот бревен и клепанных металлических ферм. Прямо такой дух времени передает, скажем так. Вот эти остатки на подъездах к мосту тоже. Из этого Бохум. Не знаю, что это фирма или город. 1906 года. Ну, можно предположить, что трофейные после войны, вывезенные и привезенные сюда. А вот здесь уже наоборот, природа забирает свое. Рельсы и шпалы уже утоплены в мхи. И там дальше уже даже потихоньку они просто скрываются в тундре северной. А здесь прям так уж конкретно что-то провалилось, прям рельсы остались, ну вот левый рельс остался как есть с костылями торчащими, а вот шпалы что-то подупали. Ну и там дальше все уже тупо тундра и ничего. Так что мы тут будем уже сворачиваться и ехать дальше. Нашли тут голубику, скушали по паре ягод, ждем эффект. Еще на одной машинке мы прибыли на разъезд Щучий. Здесь уже относительно Цивилина. Есть и тропа, и какие-то сохранившиеся даже постройки. Но Цивилин тут тоже, конечно, условно. Просто сделана тропа из шпал и местами таблички проставлены. Для реализации такого масштабного проекта были привлечены силы заключенных по уже отработанной схеме на строительстве каналов, да и в общем-то еще в царское время. Были созданы два управления строительства. 501 с центром в Салехарде и 503 в Игарке.
Строители шли навстречу друг другу. Приблизительное количество заключенных на всей трассе Салехард-Игарка колебалось от 80 до 100 тысяч. Вдоль трассы будущей железной дороги были организованы 34 лагеря, которые будут являться основными местами посещения для нас в этой поездке. Некоторые из них были даже без ограды, потому что куда в таких местах сбегать-то? Вокруг бесконечное ничего и дикие звери. И как написано даже на одной из табличек в лагере, по воспоминаниям одного из узников, охрану лагеря было бессмысленно убивать, так как вместо него поставят другого такого же, потому как-никак старались выживать вместе. Морозов 40 градусов обычное дело, а болото, бездорожье и беспощадный гнус прилагались летом. Дорога возводилась достаточно быстрыми темпами. К началу 1953 года уже было построено около 800 километров из запланированных 1500. На западном отрезке полностью была построена ветка Чумла-Бытнанге с паромной переправой в Салехард. От Салехарда до Надыма было открыто только рабочее движение. На центральном участке от реки Большая Хетта до реки Пур было уложено 150 километров земляного полотна, ну или говоря на современный лад, насыпи. На восточном участке от Ермакова до Янова Стана на реке Турухан было открыто рабочее движение. Оставался недостроенным центральный участок 503-й стройки между Пуром и Тазом. Дорога была однопутной и весьма посредственного качества. Впрочем, в таких условиях это было нормально, так как со временем это все модифицировалось и усиливалось бы. По мере надобности, конечно. В еще восстанавливающемся после самой разрушительной войны Союзе с металлом, естественно, было еще напряжно, потому что до сих пор на трассе дороги можно встретить рельсы самых разных годов. Мне самый древний рельс удалось отыскать 1906 года. В наибольшем количестве встречаются рельсы, выпущенные Надеждинским заводом, Нижнетагильскими заводами Демидова, а также рельсы Уральской горнозаводской железной дороги аж 1877 года. Лично найти этих свидетельств мне не удалось. Мародеры, конечно, тут работают, но благодаря трудному удаленному расположению растаскать успели пока еще не все. Бродя даже немного по этим местам, отлично видно, как из-за спешки насыпь с годами попросту просела местами. И сейчас напоминает скорее волны, нежели чем ровный профиль пути. Проблемы с волнами полотна из-за болотистого грунта, кстати, коснулись и строителей автодороги, по которой мы автостопом и передвигались параллельно бывшей магистрали. И глядя из окна машины, иногда ловишь такую необычную картину, как посреди ничего стоит высоченная деревянная опора моста, больше похожая на избу и свисающие сверху рельсы. Эмоции непередаваемые от такого зрелища. Подвижной состав представлял из себя в основном маломощные паровозы дореволюционной постройки. Были обнаружены 11 паровозов 1904-1907 годов, а также около 80 вагонов. Многие вагоны построены известными отечественными на тот момент предприятиями. Заводом Сормова в Нижнем Новгороде, Русско-Балтийским вагонным заводом в Риге, Двигателем в Ревеле, Фениксом в Риге, Мытищинским вагоностроительным заводом, а также пинскими мастерскими полесских железных дорог. Ну и, конечно же, были трофейные вагоны австрийского, чешского, немецкого и венгерского производства. Ну, вот так вот выглядят одни из внутренностей одного из сохранившегося здесь бараков. Какие-то здоровые чаны с водой. Ну да, вот судя по этому окошечку, наверное, тут еду готовили. Вон такие тут еще таблички с воспоминаниями служивших здесь оставлены. Читается, правда, сейчас только одна. Остальные все от дождя размокли и уже не представляются возможным к прочтению. А вот так выглядел барак для заключенных. Как написано, по крайней мере, около 100 человек в нем могли, если можно так сказать, располагаться. Но сейчас, конечно, тут уже мало что напоминает. Еще как бы не забываем, что тут оцивилено что-то, но вот, в принципе, в общем картину примерно можно представить. Ну, вот тут сообщение для тех, кто желает помочь восстановлению, скажем так, и оформлению в какой-то более-менее адекватный вид вот этого музея под открытым видом. Так что, если вдруг кто желает помочь, тут вот все указано, как это сделать. Ну, внутри там штрафной изолятор, но темень, у меня с собой фонарей нету, так что там показать я ничего не смогу, попросту не видно. Штрафной изолятор, здесь, я так понимаю, такой а-ля база для восстановления всего вот этого. Вот стройматериалы, кирпичи, потихоньку пытаются как-то это поддерживать местные энтузиасты. Вот тут
видны остатки периметра, элементарные бревна и колючая проволока. И остатки вышки для охранников, с которой контролировались перемещения в лагере и дабы не сбежал никто. Да, кстати, все бараки построены вот так вот. То есть обычные бревна, а к ним уже вот, не знаю, глина или что это, обмазалось все глиной, и вот такой вот сеткой, можно сказать, деревянной все это прибивалось, чтобы потеплее было. Ну, вот так вот, я думаю, выглядит восстановление. То есть примерно все из новых материалов, но в таком же стиле и виде это все восстанавливается. Понятное дело, что эффекта старины не будет, но зато наглядно будет показано и понятно, как тут все это дело работало и находилось. В принципе, если всю эту стройку вот как бы сделать вот в этом одном музее, то вполне годно и котируемо. Так что тем, кто этим всем занимается, уважение. А вот так вот выглядит вахта. То есть вот там вот железная дорога, и здесь осуществлялся контроль заключенных, чтобы ничего лишнего не принесли. Заходили уже здесь в лагерь по своим, так сказать, хоромам. При таком обилии деревьев забор, периметр даже не особо читается. Понятное дело, что тогда этих деревьев тут либо не было вовсе, либо они были очень маленькие, и все это легко считывалось. Сейчас, да, уже посложнее. Воспринимается это все, конечно, очень так суровенько. Это еще надо понимать, что мы такие, как бы, тут из Надыма буквально там за несколько часов доехали, сыты и все такое, там, со связью и прочее, прочее. И сейчас еще лето, и дорогу как бы нормальную автомобильную сюда построили. А тогда-то тут, особенно если взять зиму в расчет, тут как бы суровость X20, мне кажется. Ну, вон там в этом прилеске сам лагерь 93-й располагался. Буквально метров 50-70 проходишь. Какие-то железные артефакты. Вот, метров 50-70 проходишь, и уже виднеются рельсы самого разъезда Щучий. Путь всего один, но вот тут площадка такая относительно выровненная. Сейчас здесь еще в каждую из сторон метров по 200 пройдусь, поглядим. Так, вот здесь рельсы уже не особо могу прочитать, какого там завода или еще чего-то. Но год читается 1916. Вот тоже на выезде с разъезда. Тут какая-то еще будочка есть. Мы хоть с Ваней Вагабундом тут и вдвоем ходим, но сейчас как бы разделились, каждый для себя снимает. Вот, но я представляю, какая тут атмосфера, если тут одному ходить. Вообще, наверное, максимальное погружение. Да, ну вот такая вот будка, это, видимо, что-то было связано с железнодорожниками. Потому что она очень маленькая для проживания. Тут печь даже сохранилась. Не знаю, может, а-ля для каких-то там путейцев или что-то такое. Ну вот и на выезде со станции. Тут еще один такой маленький мост, относительно сохранившийся, деревянный. Рельсы закончились. И мы вон вдалеке видим семафор. На этой станции или разъезде, кому как удобнее, нашлись только два пути, и сохранность второго была совсем печальной. Местами выдранные полностью рельсы или заросшие настолько, что далеко не сразу обнаруживаются. Из интересного осталась только рама от какой-то то ли вагонетки, то ли платформы. Остатки моста через ручей, под которым я спрятал для вас очередную фотографию. Найдете ее по координатам на экране, хотя спустя такое время не факт, что она сохранилась. Еще порадовал сохранившийся семафор на противоположной входной горловине станции, то есть со стороны Салехарда.
до которого пришлось пройтись через всю станцию, и через небольшой деревянный мостик показался он, семафор. В этот момент мы с Ваней уже настолько разделились, что не могли найти друг друга, так как вокруг была оглушающая тишина, нарушаемая только мошкой. Мы кричали друг другу, но далеко не сразу нашлись, и по итогу попросту увиделись на входе в лагерь. Мы нашлись в Кенджи, и сейчас будем продолжать наше движение в сторону Салехарда. Машин не очень много, но так или иначе они есть. Поэтому вопрос нашего уезда – это вопрос времени. Протупив на выходе из лагеря около часа, нас подобрали мужики, едущие на работу, и сократили наш путь на несколько километров, ибо стоять долго на одном месте, будучи пожираемыми мошкарой, весьма невыносимо. И вот, высадив нас у поворота на КПП Ярудейского месторождения, мы стали убивать время пинанием камней, так как трафика стало еще меньше. Мы доехали до реки Лимбияха. Нас подвез таксист, который ехал из Нового Уренгоя в Салехард. Ну, судя по количеству такси, которые мы сегодня видели на дороге, это у них нормальная практика перемещаться на такси между Новым Уренгоем, например, Надымом и, собственно говоря, Салехардом. А таксист очень удачно, в кавычках, пробил колесо прямо на мосту через эту реку. Я уже думал слиться и не идти в сторону этого лагерного пункта, куда мы вроде как сейчас уже таки пошли. Но судьба распорядилась иначе. Вылезли мы так удачно всего в 1 километре от разъезда Глухаринный и пошли пешком по оставшимся подъездным путям, ведущим от разъезда к карьеру, на котором, судя по всему, добывался песок для обустройства насыпи. Идем от дороги, выползли тут внезапно на некий то ли подъездной путь. Как ни странно, сохран у него очень даже хороший. Питерские трамвайщики могут даже к этому стремиться. Точнее, служба пути трамваев. Так что, ну вот, по этому мягенькому мху пройдем к лагерному пункту Глухаринный. Что еще любопытно, у этого подъездного не шпалы, а тупо бревна. Вскарабкались тут, получается, видимо, на основную линию. И, судя по всему, тут пути было 2 когда-то. Там вот тут подходняк. Дальше туда, по идее, должен быть мост. А вот здесь уже лагерь с бензопилами. Ты нас запалишь! Подходной у нас там снова ушел в сторону. А мы сейчас находимся у стрелочного перевода, который на въезд на станцию со стороны Салехарда. Его пока еще не успели от художественного фильма спиздить. Там еще виднеется валяющийся телеграфный столб. Реально прям музей старины. Мы таки вышли к мосту через реку, однако он полностью обвалился. Раньше здесь тоже была такая металлическая клепанная конструкция, однако она ушла под воду. И также здесь торчат пугнутые как-то очень странно рельсы. Вот здесь рельс 1937 года. Какой-то бак непонятный. Фермы моста в воде. Старые вон деревянные опоры еще торчат. И одна вот такая вот рельса болтается. Когда я год назад снимал с Кармой видос про заброшенную железку Выборг-Вещево, я никак не думал, что год спустя я буду пешком ходить по 501 строке и снимать видос. Лагерный пункт номер 76 501 строительства у разъезда Глухаринный, организованный весной 1950 года для проведения земляных и карьерных работ, имел категорию усиленного режима для содержания 350 заключенных мужчин на сроки от 10 до 25 лет. Площадь существования на одного заключенного составляла чуть больше 1 квадратного метра, и все эти метры расположены на небольшой площадке прямоугольной формы, размером примерно 150 на 300 метров, с юга ограниченной железнодорожной линией, которую они и возводили, с северо-запада рекой Лимбияха. Отличает этот лагерь от всех остальных это наибольшая сохранность к нашему времени, и именно его выбрали на роль музея, который сейчас потихоньку пытаются сделать местные краеведы и историки. Еще непонятно, какие-то выемки в земле, то ли землянки, не знаю, может, под хранение продуктов. Пока что непонятно. А здесь вот уже видны следы
обустройство всего этого дела под музей. Все, что я рассказываю и показываю вам в этом видео, основано в основном на моем посещении 501 стройки, информации из документалок и походов других людей в эти места. Но не менее, а то и более интересной является и 503 проект, который за счет своей труднодоступности сохранил больше артефактов тех лет. Один из символов всей трансполярки – фотографии ржавых паровозов где-то в дикой тундре. Это как раз отсюда, а точнее с разъезда Долгий и рядом стоявшего поселка Таз, который сегодня называется Седельниково, что на берегу одноименной реки, где в то время находился крупный узел 503 проекта, в частности депо паровозов, которое с тех пор так тут и стоит. Точнее то, что от него осталось. А следующее интересное место стоит на восточном конце Междуречья, поселок Ермаково, возникший с нуля и в пике имеющий количество проживающих до 15-20 тысяч человек. Находился он на берегу Енисея и после ликвидации строительства был также постепенно заброшен. А в 1978 году там знатно ебануло. Подземный ядерный взрыв номер 498. 21 сентября. Скважина КР-2 или объект Кротон-2. Скважина сытно жмыхнула с мощностью 15 килотонн с целью глубинного сейсмического зондирования Земли. А на момент работы 503-го строительства в поселке имелся аэродром, электростанция, ремонтные мастерские, пристань с причалами и прочие бытовые здания. Но все это было брошено, включая технику. То, что можно было вывести, увозили. Например, рельсы увозили по воде на другие стройки, а заключенных распределяли по другим объектам, либо амнистировали. Лагерь номер 76 мы покидаем. Мужики оказались не особо общительные, так что ничего интересного не узнали. Сейчас выйдем на трассу и нам чуть более 200 километров до Салихарда. Надеюсь, поймаем какую-нибудь сытную тачку и доедем сегодня до города. Ну вот мы, собственно говоря, тихонько и двигаемся. Едем на Магнитовской фуре в сторону Салихарда. Едем непосредственно до города. Так что будем через 2-3 часика там. Еще 115 осталось. Сюда нас подвезли на Магнитовской фуре. Что довольно редкое явление. В моем случае это второй раз в жизни такое происходит. В случае Кенджи впервые. Остановилось строительство в 1953 году, через 20 дней после смерти Сталина. Постановлением ЦК было решено отменить строительство как этого объекта, так и строительство тоннеля на Сахалин, ЖД-сеть на Кольском, Туркменский канал и так называемый план по преобразованию природы и многие другие объекты. Прошли похороны вождя, и вот заключенные уже трудились над демонтажом дороги, которую тут 6 лет сами и строили. Разобрать и увезти успели не все. Заключенных распределяли по другим стройкам, либо амнистировали. А дорога сохранилась в эксплуатируемом виде только на участке Чум-Лабытнанги, на котором мы прокатились с Ваней в видео про Полярный Урал. Дудинка-Норильск, хоть и относится к 503-й стройке, но мы тут вроде в целом и о трансполярке говорим. И Надым, Новый Уренгой, Карачаево, которая сейчас является частной и обслуживается Ямальской железнодорожной компанией. Созданная в 2003 году железнодорожная компания, занимающаяся эксплуатацией двух линий железной дороги, Надым-Карачаево и Карачаево-Ямбург, обе проходящие через Новый Уренгой. И именно участок до Надыма является восстановленным в 70-х фрагментом трансполярной магистрали, а на Ямбург, насколько я знаю, с 2015 года уже ничего не ходит. В планы этой компании как раз и входит восстановление участка дороги 501 стройки. От Обской в городе Лабытнанге до Надыма. Но как минимум строительство ЖД мостов тормозит этот процесс, даже в рамках такого сытного предприятия, как добыча газа. Long time спустя мы в Салихарде. Город
так вот светится, хоть мы и на окраине. Но река Шайтанка, в принципе, полностью описывает нашу ситуацию сейчас. 500 рублей час. Вторая в моей жизни стоила полярный круг. Первая была, естественно, на трассе Кола по дороге в Мурманск. Ну, вторая зато вот такая вот вся светящаяся, как будто от HyperPC. Гуляем, ебланим тут, развлекаемся как можем. Тут уже потихоньку светать начинает. Сквер с памятником и камнем, откуда, собственно, должна была начинаться железная дорога. Ну а у нас это получается, наоборот, финальная заключительная точка. В наши дни, так как порт так и не был построен, до сих пор появляются идеи и предложения самых различных железнодорожных магистралей, типа Белка-Мура, Баренц-Мура и различных вариаций. Но, как и порта, трансполярные железки до сих пор не существует, а существуют лишь проекты на бумаге, под все новыми названиями, типа Северного широтного пути, практически по той же трассе, но уже совершенно для другой цели – освоения природных ресурсов Севера, а именно газовых и нефтяных месторождений. Справедливости ради, часть трансполярки все-таки работает. Участок от станции Чум до станции Лабытнанги вполне себе функционирует как для грузового, так и пассажирского движения. Участок от станции Обская до Карской используется только для грузового движения, но построена и открыта она в 2010 году. Является, кстати, она самой северной железной дорогой в мире. Между Салихардом и Надымом сегодня никакого движения нет. Осуществлялось только рабочее движение в 1952 году. Капитального моста через реку Надым не успели построить. Был только свайный деревянный, который не сохранился. А при постройке трассы Сургут-Салихард оставили параллельный задел под ЖД-мост. От старого Надыма до нового Уренгоя осуществляется редкое грузовое движение до станции Надым-Пристань, откуда мы начали съемки этого видео. Участок находится в аренде у все той же Ямальской железнодорожной компании. Также участок от Нового Уренгоя до Ямбурга. Ну а дальше на восток от Уренгоя уже была 503-я стройка, где нет ни одного действующего участка. А были построены лишь участок от Игарки до Яновостана и немного в районе поселка Долгий. В 2014 году один из паровозов со снимка на экране специалисты конторы Урал-Электромедь разобрали и переправили вертолетами в музей военной техники города Верхняя Пышма, где паровоз был полностью отреставрирован и стал локомотивом экспонирующегося там бронепоезда. Стоимость незавершенного капитального строительства была оценена в 1954 году в 1 дохулион рублей по тем деньгам. Экономисты впоследствии подсчитали, что решение бросить строительство в такой степени готовности привело к убыткам для бюджета страны намного большим в долгосрочной перспективе, чем если бы дорога все же была достроена, не говоря уже о ее перспективном продолжении до Норильского промышленного района, где уже осваивались богатейшие месторождения железа, меди, никеля и угля. Гигантские газовые месторождения Западной Сибири еще не были открыты. Кто знает, может тогда судьба дороги была бы совсем иной. О дальнейшем продолжении на восток от поселка Толнах у Норильска пока не идет и речи. Хотя примерные зарисовки уже давно имеются, но стоимость строительства и отсутствие всего в этих районах ставит крест даже на каком-то минимальном строительстве железной дороги. Вот такое получилось у нас печально информативное видео, но понадеемся, что когда-нибудь у нас все-таки появится возможность прокатиться на поезде, пусть даже и пассажирском, по всему северу нашей необъятной. А на этом все. Хотелось бы сказать большое спасибо всем поддерживающим канал в это непростое для всех нас время. Отдельная благодарность Анне Гес за такое прекрасное превью к видео и атмосферные рисунки в самом видосе. А также подписчикам Бусти и Патреона. Тоже большущее спасибо. Всем мирного неба, пока-пока и надеюсь увидимся в следующем видео.